Приветствую вас! Если нами 012 можно назвать первым советским грузовиком, работающим на дровах, то Урал ЗИС-352 стал последним газогенераторным автомобилем, выпускавшимся серийно в СССР. Этот автомобиль стал на конвейер Уральского автомобильного завода в 1952 году и сменил предыдущую модель ЗИС-21А. Урал ЗИС-352, как его предшественник ЗИС-21А, был разработан на базе хорошо зарекомендовавшим себя ЗИС-5, но по сравнению с предшественником имел значительно улучшенную газогенераторную установку, которая могла работать на чурках повышенной влажности от 12 до 40% и была более удобной в обслуживании. Такого результата удалось добиться, применив надув воздуха в газогенератор. Подача воздуха осуществлялась с помощью центробежного нагнетателя, приводимого в движение ременной передачей от шкива вентилятора охлаждения. А раз появилась возможность использовать топливо наполовину сырым, то это упростило заготовку и сушку, а также хранение деревянных чурок. Что оказалось как нельзя кстати, ведь даже после победы страна по-прежнему испытывала дефицит топлива. Ведь за годы войны добыча нефти снизилась заметно. А Урал ЗИС-352 работал на топливе с 40% влажностью. Силовым агрегатом служил четырехтактный газовый двигатель Урал ЗИС-352. Этот мотор был переделан для работы на газогенераторном газе из бензинового карбюраторного двигателя ЗИС-5М. Двигатель был надежен, его конструкция была знакома многим потребителям, а ремонт его не представлял больших трудностей для эксплуатирующих организаций. Мощность двигателя составляла 45 лошадиных сил, что хватало вполне, чтобы разогнать грузовик до 50 км в час. Крутящий момент передавался на четырехступенчатую коробку передач через карданный вал к задним ведущим колесам. Во всем остальном это был старый добрый ЗИС-5, который был собран на штампованной клепанной раме с термообработанными лонжеронами. Ходовая часть состояла из передней оси на двух продольных полуэллиптических рессорах и задней на продольных полуэллиптических рессорах. Также были установлены на заднюю ось дополнительные рессоры. Колеса дисковые со съемными бортовыми кольцами. На автомобиле Урал ЗИС-352 была установлена двухместная деревянная кабина с деревянной обшивкой. Правый задний угол кабины имеет вырез для размещения газогенератора, и во избежание чрезмерного перегрева при работе установки угол кабины изолирован асбестовой прокладкой и облицован листовой сталью. Кабина крепилась на раме в трех точках: впереди к двум кронштейнам, крепленные к раме, сзади на поперечине рамы. Рулевой механизм червячного типа. На автомобиле была установлена деревянная платформа с задними и боковыми откидными бортами. Кроме грузовой платформы, Урал ЗИС выпускался и с устройством для перевозки длинномерных лесоматериалов, так называемым коником, который предназначен для укладки и закрепления передних концов перевозимого леса и имел название Урал ЗИС-352Л. Он также имел газогенераторную установку и ящик, где хранился запас чурок и древесного угля. Эти автомобили были особенно актуальны на севере и на Дальнем Востоке, ведь основная причина была в том, что бензин доставлять в отдаленные районы было затруднительно, а деревянных чурок для газогенератора можно было нарубать в ближайшем лесу. Вообще автомобили получились настолько хорошими, что даже были попытки усовершенствовать модели, но дальше испытаний дело не дошло. Ведь вскоре газогенераторное направление в автомобилестроении потеряло свою актуальность, уже пошла на подъем нефтяная промышленность. Да и грузовики, созданные на базе устаревшего ЗИС-5, уже не отвечали требованиям времени, а создавать новые не имело уже смысла ввиду сложности эксплуатации, чем бензиновых и дизельных автомобилей. Но несмотря на это, 352 с характерными колоннами за кабиной можно еще было встретить по всей стране, а за Уралом они проработали до 70-го года прошлого века. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.